Когда Наташа привела пса по кличке Барт домой 3 года назад, она назвала его в честь Ролана Барта. С тех пор Барт всегда проявлял только доброту, он был ласковым, не кусался, но иногда мог испытывать страх. Когда они гуляли на улице, бездомные собаки иногда лаяли на Барта, и в таких случаях он старался максимально прижаться к Наташе. Люди всегда вызывали у него радость. Родственники, друзья и коллеги Наташи любили гладить его за ухом, и он с радостью вилял хвостом и прыгал, когда видел их. Однако Барт себя вел совсем иначе, когда хозяйка привела домой своего нового ухажера Артема. Пес, по обычной привычке, подбежал к двери, но внезапно замер и начал показывать зубы. «Барт, ты же никогда раньше не рычал», – удивилась Наташа. Наташа не придала особого значения такому поведению и просто закрыла пса в другой комнате. Вначале Барт продолжал проявлять агрессию, лаял и скулил у двери. «Он просто привыкнет к тебе, и все будет хорошо», – утешала Наташа парня. Однако Барт так и не принял Артема. Наташа удивлялась, почему пес по-прежнему радостно встречал других гостей, вилял хвостом и предлагал им пузо. Оказалось, что Барт испытывал неприязнь только к Артему. Это состояние продолжалось несколько месяцев. В один день Наташа пришла домой одна, с бутылкой вина в руках и слезами на щеках. Барт начал облизывать ее и выражать радость, что рядом нет неприятного парня. При понимании, что с Наташей что-то не так, он приподнял уши и прижал хвост. «Барт, кажется, ты чувствовал, что он настоящий кобель, ты пытался предостеречь меня. Артем изменил мне с лучшей подругой». Наташа рыдала и гладила голову Барта. Через полгода появился в их доме новый гость, и Барт принял сразу его как члена своей семьи. Он не проявлял агрессии и лаял на нового парня, что было заметно для Наташи. Девушке стало легче. Барт понял, что парень новый явно лучше предыдущего. Со временем Барт и новый парень стали неразлучными друзьями. Они проводили много времени вместе, играя, гуляя и заботясь друг о друге. Барт полностью доверял этому парню и даже спал рядом с ним, чувствуя себя в полной безопасности. Правильно говорят, что собаки все чувствуют. На этом история заканчивается. Переходите на наш канал, у нас много интересных видео о животных. До свидания.